Привет всей вселенной Kingdom Rush. Как говорится, лучшее лучше. Надеюсь, вы поддержите меня и это видео своими подписочками на канал и лайкосиками, а также комментариями под видео, так как сегодня, друзья, мы поговорим о интересных фактах касательно самой игровой студии Ironhide и их линии развития, о которых вы даже, возможно, могли и не знать. Вряд ли среди ценителей жанра Tower Defense есть те, кто никогда не слышал про серию игр Kingdom Rush от уругвайской студии Ironhide. Серия в первую очередь запомнилась яркой рисовкой как врагов, так и персонажей и самих башен, а также отточенным балансом и частыми обновлениями. Игры получили довольно широкое распространение и поиграть можно было как в браузере, на ПК, а также, конечно же, друзья, на мобильных устройствах. Хоть они и были не первыми в жанре Tower Defense, этого было достаточно, дабы у игры появилось просто огромнейшее миллионное количество поклонников. Обычно, перед тем, как создать тот самый хит, истории многих студий начинается с того, что их путь складывался из десятка неудачных игр и многих годов разработки. Но в случае с Ironhide разработчики пришли к успеху практически моментально и довольно быстро. Кстати, студия, друзья, образовалась усилиями, прикиньте на минуточку, всего лишь 3 человек в 2010 году. На момент 2019 года команда имела уже довольно такой приличненький составчик и насчитывала в своей структуре не один десяток людей. Вот можете себе представить этот вот максимальный этап развития от 10 к 19 году, и студия продолжает расширяться и радовать нас восхитительным контентом. Тогда же в 2010 году они выпустили свои 2 игры, это Soccer Challenge World Cup Edition и Clash of the Olympians на Facebook. Кстати, в последнюю игру я играл, и это, наверное, даже было первое мое знакомство с игровой студией Ironhide именно перед этим вот масштабным путем Kingdom Rush в ее всей вселенной. Разработка данных игр окупилась и дала возможность продолжать независимо разрабатывать, друзья, игры. И в 2011 году Ironhide сделали свою первую игру серии Kingdom Rush. Тогда продажа флеш-игр в основном осуществлялась через аукцион, где игровые флеш-порталы и издатели боролись ставками за игры, которые им казались интересными и в перспективе с множеством реплеев у них на портале. Аукцион, народ, на минуточку, закрылся на 3-й день, хотя обычно продолжается порядка 2 недель. И Kingdom Rush получили себе на портал armorgames.com. Да, кстати, как утверждает сама студия, в момент, друзья, создания вот этого вот величественного механизма ни один броненосец не пострадал. Почему, народ, именно броненосец? Да-да-да, следующий такой довольно интересный факт. Логотип, на логотипе самой студии изображен, на минутку, броненосец, друзья. Я, кстати, даже проводил было опрос на своем каналчике, и из множества вариантов в основном публика, аудитория выбирали черепаха. Потому что, если посмотреть, так присмотреться, ну, очень похоже на черепаху. Но правильный ответ, друзья, на логотипе студии Ironhide изображен броненосец. И, кстати, сама студия призналась, что рисунок этот — это тест Роршаха, поэтому такие разные ответы были, и просто каждый в этом самом рисуночке видит для себя какой-то определенно, ну, свой образ. Кстати, на минутку, народ, вот подтверждение моим словам, хочу привести вам несколько таких примерчиков самых оригинальных вариантов ответа игроков это со всего мира. Вот что кто видит на логотипе Ironhide. Это индейка, круассан, голова автобота, запеченная или вареная курица, попугай, боксерская перчатка, кулак, сосиски на тарелке, космический корабль, панцирь насекомого и прям, ну, просто. Но самым на самом деле действительно распространенным как бы ответом это все же остается и была черепаха. Вот такой вот, друзья, довольно интересный факт. Теперь касательно самого развития первой части Kingdom Rush, такой, знаете, как бы флагманской игры нашей всеми любимой студии Ironhide.
Изначально ту информацию, которую вы давали, они говорили, что это будет оборонительная игра с определенными фиксированными путями на несколькими различными задачами. Будет 4 типа разнообразных башен, которые мы впоследствии сможем модернизировать, улучшать, дополнять различными способами и настраивать их по нашей тактике, схеме. При этом стратегию можно было изобретать какую угодно. Враги будут очень разнообразные и знаковые, то есть игра обещала быть на тот момент максимально интересной. Но, друзья, каков интересный факт, о котором вы, возможно, также не знали касательно стартовых этапов вот как бы создания этой восхитительной игры. Игра на стадии разработки не имела своего названия. Прикиньте, то есть идея была, башни были, враги были, карты были, компании были, пути были, а названия не было. То есть вот так вот создавали безымянную игру про оборонительные сооружения башен. Именно этот аспект разработчики решили закрыть усилиями своей аудитории. Это, кстати, еще одно подтверждение того, что студия довольно плотненько работает с своими почитателями, и от этого им нижайший поклон, респект и уважуха. И вот через некоторое время, проведя определенные опросы, игра вот получила как бы то название, которое мы имеем на сегодняшний день, Kingdom Rush, и это прям восхитительно. Ну и, соответственно, после того, как и название было, и определенные как бы наработки, началось бета-тестирование, друзья. И, кстати, вот бета-тестирование также довольно плотно проводилось в коммуникации с геймерами со всего мира. То есть те помогали им ее максимально сбалансировать, улучшить, модернизировать, то есть привести в тот именно самый божеский максимальный вид, который мы имеем на сегодняшний день. То есть тот шедевр, та восхитительная продукция, друзья, это опять-таки симбиоз, и это сочетание общих усилий в аудитории и студии Ironhide. Блин, просто умнички, молодцы и красавцы. Это, не знаю, восхитительно, друзья. Следующий такой вот, это не самый такой, скажем, факт положительный, но он также имел место в истории студии Ironhide. Если вы не знали, а возможно и знали, игра Kingdom Rush была украдена. Да, друзья, в прямом смысле этого слова. Игра была украдена. 21 октября 2011 года самой студии стало известно, что в App Store продается версия Kingdom Rush под названием Kingdom Rush Tower Defense. Не буду называть название этих бомжей, этой просто халтурной студии. Когда наши разработчики проверили эту информацию, они действительно обнаружили просто гнилую подделку их продукции, которые также использовали их художественные и звуковые ресурсы, музыкальные ресурсы, полностью клонировали весь игровой процесс. И на самом деле такая информация довольно опустошающе подействовала на наших с вами безумно любимых разработчиков. То есть, по большому счету, через каких-то 3 месяца выхода Kingdom Rush на рынок, их игра была клонирована и украдена. Это безумно обидно. Это действительно безумно обидно. И на самом деле изначально студия хотела решить этот вопрос втихую, то есть не давая какой-то определенной публичной разгласки, а пытаясь как бы вопрос закрыть самой компанией Apple. И на самом деле взяв всю информацию, тесно отправив в компанию Apple, подождав некоторое время на обработку этих данных, Apple особо сильно не реагировала, и целых 18 дней прошло там с тех пор, когда Apple хоть как-то, знаете, соизволил решать этот вопрос. Ну и, конечно же, разработчики, наша студия Ironhide, они связались с Armor Games, то есть платформой, где как раз Kingdom Rush размещался, и сообщили о происшествии им. И вот в тесном комбинации начали отправлять огромнейшее количество, порядка 20 писем о нарушении авторских прав на Apple и другие платформы. И
В принципе, благодаря этому удалили вот этот клон, этот бессовестный клон. Но, друзья, на этом все не закончилось. Буквально через неделю эти вот просто упыри, я по-другому их назвать не могу, восстановили свою гнилую подделку оригинальной Kingdom Rush. И это, конечно, вот толкнуло разработчиков дать максимальную огласку этой бессовестному событию. И вот тогда, опять-таки, друзья, подключилось всемирное игровое сообщество. Все любители игры Kingdom Rush и вообще с студии Ironhide. И это, кстати, было на момент вроде перед тем, как Kingdom Rush как раз хотели заходить на вот эти вот платформу iOS, и им просто было необходимо решить вопрос с ворами, потому что конкурировать, знаете, как бы сами с собой, по большому счету, ну это абсурд, просто абсурд. И спустя некоторое время, друзья, все-таки студия объявила о позитивных как бы решениях вопроса, и игра Kingdom Rush Tower Defense была окончательно удалена с App Store. И на минуточку, чтобы вы понимали, было в Apple отправлено более 500 писем с замечаниями, рекомендациями и пожеланиями про удаление вот этого как бы клона. Притом это только лишь в студию Apple. Эти письма были размещены на разнообразных порталах, они были перепощены, они были скопированы и отправлены просто куда угодно, везде, друзья, везде, где только можно было разместить информацию, везде отправляли, и все-таки студия Ironhide, честь и хвала, победили и сохранили авторские права и оригинал своей игры, которой мы наслаждаемся. Друзья, 2011-2024 заканчивается. Посчитайте сами, математика проста, сколько времени прошло, а эта игра все еще актуальна. Это космос, это просто, я не знаю, взрыв. Ну и напоследок, народ, что хотелось бы еще также сказать, интересно, это уже, знаете, как гордость за свою любимую студию игровую, компания уругвайская, и, соответственно, там же тоже проводятся свои определенные там конкурсы по поводу видеоигр и всего остального, и игровая студия Ironhide, точнее их изобретение Kingdom Rush, занимала первое место в национальных конкурсах видеоигр в Уругвае. И произошло это также, насколько помню, в 2011 году. Приз какой вот в этом плане, друзья, сорян, это не помню. Если вдруг что, напишите в комментариях, если знаете. Но все равно я горд, что Kingdom Rush, видеоигра номер 1, не только во всем мире и там в Уругвае, ну и в моем сердце, то железобетонно. Народ, если эти факты вам были впервые, вы про них не знали и вам видео было интересно, напишите в комментариях. Поставьте лайкосик, ну, мне как минимум будет приятно. Спасибо огромное за внимание, берегите себя, да пребудет с вами сила, па-па.